Привет, друзья! С вами Анна, и вы на самом искреннем канале о саморазвитии «Не психология». Сегодня поговорим о том, как наше окружение влияет на нас и как минимизировать его негативное влияние. Обойдемся без каких-то долгих вступлений. Я уверена, что вы и сами понимаете, что наше окружение способно влиять на нас либо в худшую сторону, либо в лучшую. Иногда происходит такое, что люди сами, того не замечая, меняются вместе со своим окружением. Но тут встает вопрос, почему же мы, собственно, меняемся вместе с нашим окружением и как заметить это? Еще в XIX веке был произведен такой эксперимент. Лягушку поместили в сосуд с кипящей водой, и она сразу же выпрыгнула оттуда. Но когда ее положили в холодную воду и стали очень медленно нагревать эту воду, так что лягушка даже не замечала этих температурных колебаний, по итогу во втором случае лягушка сварилась. Но при чем тут наше окружение, спросите вы? Здесь прямая связь. Если порядочного человека со всеми его ценностями и приоритетами взять и засунуть в какой-нибудь наркопритон, он пулей оттуда вылетит. Он найдет абсолютно любую возможность, чтобы сбежать оттуда. Но если у этого же человека появится друг с негативными привычками, то постепенно этот друг начнет оказывать на него влияние. Сначала этот друг звонит ему и говорит: «Бро, давай по пиву». «Окей, приходи, давай по пиву». В следующий раз он ему скажет: «Давай по пиву», и будет параллельно курить. Потом на третий раз он ему скажет: «А ты попробуй тоже покури». Нет, я не хочу, долгие упирания, отнекивания. Но в итоге человек напился и покурил. В итоге постепенно у него развилась привычка. Хоть он может ее даже и привычкой не считать, да, говорить только так, я балуюсь. Потом какой-нибудь легкий наркотик и еще что-то. Конечно, я сейчас утрирую. Но я делаю это намеренно для того, чтобы вы поняли, как наше окружение способно повлиять на нас в худшую сторону. В реальности, конечно же, это происходит намного плавнее и медленнее. И вы даже сами не понимаете. Вы, как та лягушка, не замечаете этих температурных незначительных колебаний, и по итогу вы просто сварились. И именно чтобы постепенно вот так вот не свариться, нам необходимо постоянно отслеживать то, как на нас наше окружение влияет. Понимаете, когда мы приняли решение меняться в лучшую сторону, поменять наши ценности, принципы, приоритеты, интересы, привычки, наше окружение, наши близкие люди, они такого решения не принимали. И они также продолжают сплетничать, жаловаться, ныть, пить, курить, говорить о каких-то вещах, которые вам больше не интересны с вашими новыми ценностями. Конечно же, становится очень тяжело. Ты словно один против целого мира. В нашей семье был такой момент, когда мы приняли решение меняться в лучшую сторону, менять нашу жизнь. И именно в этот момент мы приняли еще одно решение, что мы практически ни с кем не будем общаться. За исключением родителей и очень редко там у каких-то своих остальных родственников. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы осознать, что нужно и что важно именно нам. Дело в том, что иногда мы боимся остаться наедине с собой, и нам мешает понять себя вот этот вот шум вокруг нас, который создает как раз наше окружение. Да, было очень тяжело, ни с кем практически не общаться, но в этот момент мы проанализировали и поняли, с кем мы хотим быть и с кем мы быть не хотим. И как итог, ненужные люди отвалились, а нужные остались и стали меняться вместе с нами. Постепенно, по чуть-чуть, как та самая лягушка, но они стали меняться с нами в лучшую сторону. Вы должны понимать, что не каждый человек, который рядом с вами, захочет позитивных изменений каких-то в своей жизни, только потому что их захотели вы. И да, конечно же, невозможно просто взять силком и поменять какого-то человека в лучшую сторону. Либо он сам должен принять верное решение, либо он должен смотреть на вас и постепенно, скажем так, заражаться от вас этими позитивными изменениями. И в итоге, как вот эта самая лягушка сварится. Очень важно вовремя распознать, как тот или иной человек влияет на нас. Для этого необходимо постоянно задавать себе правильные вопросы. Анализ нашего окружения просто колоссально важен для нашего успеха в будущем. Этот анализ необходимо проводить периодически.
раз в 3 месяца, раз в полгода, в год. И постоянно обновлять вот эти самые данные. Видите ли, наше окружение, так же как и мы, способно меняться в лучшую и в худшую сторону. И вы точно так же, считая, что ваш близкий человек начал меняться вместе с вами, продолжайте с ним общаться, а он вроде как бы начал сначала меняться, а потом хоп, не выдержал и опять слился. И вы в итоге замечаете, что, общаясь с этим человеком, вы опять начали ныть, жаловаться, сплетничать и разговаривать на какие-то темы, которые на самом деле вам не интересны. И в глубине души вы это знаете, но вы просто боитесь обидеть этого человека. Нужно это все замечать, распознавать и вовремя расставлять все точки над «и» в таких отношениях. Либо отдаляться от этих людей, либо пытаться как-то с ними ужиться так, чтобы они не оказывали сильного влияния на вас. Говоря о правильных вопросах, вы также должны иметь в виду, если у вас случилась такая ситуация, что вы вдруг внезапно осознали, что какой-то человек оказывает на вас негативное влияние, вы должны задать себе несколько вопросов. Что для меня важнее сейчас? Мои ценности, мои приоритеты или же понимание, одобрение этого человека. И еще один вопрос, как я буду чувствовать себя, если я наступлю на горло своим ценностям в угоду какому-то человеку. Если вы считаете, что невозможно минимизировать негативное влияние нашего окружения на нас, то спешу вас обрадовать. Это очень даже возможно. Человек, который занят своей целью, он полностью поглощен ей, ему становится как-то немножечко все равно на то, что происходит вокруг. Он сконцентрирован и сфокусирован вот на одном. Больше его ничто не волнует. Именно ставя и реализуя цели, мы минимизируем негативное влияние на нас. В этом случае мы сами уже начинаем менять людей. Либо же, как я уже говорила, ненужные отваливаются, нужные остаются. Те, кому вы нужны любой, и тот, кто будет вас любить любым. В смысле любым, я поменялся в лучшую сторону. Но все мы разные, и для кого-то то, что хорошо для нас, это и есть плохо. Поэтому мы стараемся сохранить хорошие отношения с людьми, которые нам дороги, и при этом мы держимся поодаль от тех людей, которые не хотят принимать нашу новую личность, измененную, да, наши ценности, и любить нас обновленными. Вы, возможно, замечали, что неосознанно, очень плавно, постепенно мы сами начинаем моделировать поведение нашего окружения, и наше окружение также перенимает наши привычки, наши телодвижения, мимику какую-то. И это очень здорово. Если мы будем анализировать, то мы сможем брать хорошее, а плохое отпускать. И точно так же мы можем положительно влиять на людей. Главное, не давите и не навязывайте свою точку зрения кому-то. Просто делайте, просто показывайте своим примером. Я вас очень прошу, ни за что не сдавайтесь. Как бы ни было тяжело, продолжайте идти. И в конце пути вы поймете, что это было не зря. Пока.